Ночные линзы Moonlens восстанавливают зрение, пока вы спите. Ночные контактные линзы. Их не просто рассмотреть, зато с ними можно рассмотреть все. Чтобы их произвести, нужны особые материалы, сверхточные токарные станки и плазменная установка. Сегодня мы узнаем, как мы это сделали. Есть разные способы улучшить зрение. Например, каждый день носить очки или контактные линзы. Либо надевать специальные линзы только на ночь. Во время сна они меняют кривизну роговицы. Утром линзы снимают, и весь день зрение идеальное. А у детей они могут замедлить или полностью остановить развитие близорукости. После получения рецепта офтальмолога инженер создает на компьютере модель линзы для конкретного пациента. Нужно учесть глубину, кривизну, угол наклона и диаметр. Пора выбрать заготовку. По умолчанию линзы светло-голубые. Но иногда левый и правый глаз видят по-разному. Чтобы не перепутать линзы, одну могут сделать, например, фиолетовой. Материал выбирают по рекомендации врача. Это биосовместимый полимер с разной степенью проницаемости кислорода. Чтобы отправить заготовку дальше, ее нужно приклеить к пластиковому держателю. Лучше всего для этого подходит водорастворимый воск. Через 15 секунд можно начинать. Это токарный станок с цифровым управлением, который стоит на гранитном столе весом в 1 тонну, чтобы исключить любые вибрации и неточности. Здесь мы будем вытачивать внутреннюю поверхность, которая меняет форму роговицы. Алмазные резцы снимают материал слой за слоем с точностью до 1 микрона и придают линзе ту самую форму, которая поможет улучшить зрение. Это занимает 1,5 минуты. И уже можно приступать к полировке. Сначала очищенной водой под давлением смываем пыль и мелкую стружку. Потом наносим на микрофибру специальную полироль. Это измельченный сапфир с размером гранул около 100 нанометров. За 5 секунд вращения сглаживаются любые шероховатости. Внутренняя поверхность линзы готова. А как же внешняя? Для ее обработки нужно поменять держатель. С помощью воска прикрепить его с другой стороны и убрать предыдущий. Теперь заготовку можно поместить в другой токарный станок. Здесь работает система автозагрузки. Процесс похож. Сначала линзу обрабатывают грубым резцом, а потом финишным. Но вот кое-что новое. Это работает лазер. Он наносит параметры и серийный номер. И вновь возвращаемся к полировке. Пора обработать внешнюю поверхность, которая будет касаться века. Готовую линзу отделяют от держателя в ультразвуковой ванне. Воск отлично растворяется в воде. Проверим качество. Измерим толщину, кривизну, диаметр и диоптрии. Все в порядке. Точное соответствие компьютерной модели. Теперь линзы должны пройти обработку низкотемпературной плазмой. Она удаляет с поверхности все частицы, и линзы становятся еще более гладкими и комфортными при использовании. Последний взгляд через микроскоп. Готово. Линза в контейнере, все параметры на этикетке. Можно складывать в коробку и отправлять в клинику. Врач получил ровно то, что заказывал. Юные пациентки объясняют, как правильно пользоваться ночными линзами. Если начать этим же вечером, то к следующему утру роговица глаза поменяет форму, и зрение улучшится.
Пока вы спите, линзы работают. Сегодня мы узнали, что линзы бывают не только дневными, но и ночными.